Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас на обзоре радиостанция Zaston Mini 9+. Это очень маленькая цифроаналоговая радиостанция. Поставляется она вот в такой вот коробочке, на лицевой стороне которой присутствует большая наклейка DMR, а на переднем торце мы видим наклейку, на которой указана модель, частотный диапазон работы радиостанции и серийный номер. Больше смотреть здесь не на что, поэтому заглянем внутрь. Первое, что нам встречается, это руководство пользователя. Оно на китайском и английском. Ничего нового там не написано, поэтому просто его отложим. Тушка радиостанции. Сделана она из приятного на ощупь пластика. На левом торце расположено 3 кнопки – ПТТ и плюс с минусом. Хочу сразу отметить, что на кнопке плюс и минус можно назначить дополнительные функции. Сверху у нас располагается разъем для подключения антенны SMA-Female. Далее идет кнопочка переключения между каналами. Выполнена она очень интересно. А большая красная кнопка отвечает за включение и выключение радиостанции. На правом торце у нас расположен разъем для подключения гарнитуры, тангенты и других устройств. Он также используется для программирования радиостанции. Контакты для подключения батареи защищены силиконовой прокладкой. Чуть ниже располагается наклейка, на которой указана модель, максимальная выходная мощность, рабочие диапазоны частот и серийный номер радиостанции. Достаем аккумулятор. Его емкость 1500 мАч. Антенна. Вот такой вот картышок. Как мы видим, у нее разъем SMA-Male. Клипса. Зарядный стакан. На лицевой стороне у него находится 2 светодиода. В зависимости от уровня заряда аккумулятора у нас загорается красный или зеленый. Зарядное устройство с выходными характеристиками 4,2 вольта и 500 мА. Также в коробочке у меня лежал темляк и пакетик с силикагелем. Давайте соберем радиостанцию. Пристыковываем антенну и аккумулятор. Как вы можете видеть, снимается он практически без усилий. Включим радиостанцию, нажав на большую красную кнопку. На мини-дисплее мы увидим уровень заряда батареи и номер последнего выбранного канала. 2 быстрых нажатия на эту кнопку позволят нам посмотреть уровень заряда батареи. С помощью следующей кнопки мы с вами осуществляем переключение каналов. Если мы сдвинем эту кнопочку на себя и будем удерживать около 2 секунд, то включится режим защиты от случайной смены канала. ПТТ. При передаче загорается красный светодиод, при приеме зеленый. Плюс и минус. При коротких нажатиях отвечают за увеличение или уменьшение громкости. При длительном нажатии на минус у нас запускается режим сканирования. При длительном нажатии на плюс отключается шумодав. Работает только на каналах в аналоговом режиме. Небольшой тест в цифровом режиме. Здравствуйте, мои дорогие. Проводим тест связи. Как меня слышно? Как меня слышно? Прием. В аналоговом. Здравствуйте, мои дорогие. Проводим тест связи. Как меня слышно? Как меня слышно? Прием. В зарядном стакане мы можем заряжать не только радиостанцию, но и отдельно аккумулятор. А также мы можем подключить аккумулятор напрямую к любому зарядному устройству, у которого имеются подходящие выходные характеристики. Единственный минус – это отсутствие на аккумуляторе индикатора заряда. Сравним размер Zaston Mini 9+, с другими радиостанциями. Комментарии здесь излишни. Приступим к программированию радиостанции. После подключения кабеля к компьютеру нам надо нажать «Пуск», панель управления, оборудование и звук, диспетчер устройств. Заходим в подраздел «Порты», выбираем USB Serial CH340
Щелкаем по нему правой клавишей мыши и нажимаем «Свойства». Далее переходим в раздел «Параметры порта» и нажимаем «Дополнительно». Затем выбираем незадействованный COM-порт. Подключаем радиостанцию к компьютеру и запускаем программную среду. Переключаемся на английский язык. Выбираем наш COM-порт. Считываем прошивку радиостанции. У меня она уже готова. При считывании мигает красный светодиод, а при записи зеленый. Basic Information. Здесь у меня одни точки. Setting. Основные настройки радиостанции. Здесь мы вводим имя и номер радиостанции. Все остальные настройки вы можете увидеть у себя на экране. Site Case Setting. Здесь мы задаем, какие функции будут использоваться при коротком и длительном нажатии на кнопках плюс и минус. Channel Information. Здесь мы вводим частоту приема и передачи, тип канала, цифра или аналог, субтона, мощность и другие настройки. Digital Contacts. RX Group List. DMR сервис Encryptor. Данная настройка используется в меню Channel. Радиостанция понравилась мне своими размерами, и меня удивило, что в эту малютку можно записать 128 каналов. На этом, мои дорогие, обзор я заканчиваю. Спасибо, что смотрите меня, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.